Представьте себе, что через какое-то время, возможно, будут космические путешествия. То есть я, конечно, знаю, что уже были космические путешественники, но вдруг это станет таким достаточно массовым мероприятием. И вот вы летите на космическом корабле, в котором у вас джакузи, бары, дискотеки, и время от времени останавливаетесь на различных астероидах или даже, может быть, на планетах, для того, чтобы выйти, посмотреть, что там происходит, а может быть, даже покататься на космических багги или съехать с какой-нибудь, не знаю, замороженной ледяной горки. Или, может быть, даже прокатиться на комете. Об этом будет сегодняшняя игра. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geek Media. Сегодня я буду вашим управляющим вашего галактического круиза, и именно в него мы отправимся, потому что на столе у меня игра «Галактический круиз». В этой игре, по ее истории, была огромная корпорация, которая делала космические круизы, и вот ее глава решил, соответственно, покинуть свой пост и в течение ближайших лет попросил своих топ-менеджеров заняться развитием компании для того, чтобы узнать, кто из них будет лучше всех ей управлять и кому он передаст свою должность. У каждого игрока будет такой планшетик, будет общее игровое поле, где мы будем выставлять своих рабочих, их у нас будет два вида, и мы постепенно будем строить ракеты из различных модулей, из различных, соответственно, частей, которые нам необходимы для того, чтобы ракета летела, и рано или поздно добавлять туда туристов, чтобы они отправились в космическое путешествие. И по вот этим маршрутам наша ракета будет бороздить просторы Вселенной для того, чтобы наши туристы развлекались и приносили нам деньги, разносили сарафанным радио рекламу о нас, а мы тем самым показывали, что мы лучше всех, получая победные очки. Эта игра может выглядеть как игра от Витала Лассерды, но это не игра Витала Лассерды, хотя он участвовал в ее тестировании и участвовал в ее доработке. Но по комплексности она приблизительно такая же, хотя не дает такую большую когнитивную нагрузку. То есть от игра в партию в галактический круиз вы спокойно выходите, у вас голова не гудит, мозги не взрываются, и вы такие, блин, классно, хотелось бы еще. И еще она сделана по тому принципу, я сразу забегаю вперед, что когда вы доиграли партию, она не такая прям долгая. Вы имеете вот это вот ощущение того, что вам немножко пары ходов не хватило, чтобы полностью раскрыться и полностью смотреть, что можно было бы сделать. Я очень люблю ощущение это, особенно в евроиграх. Это значит, что когда вы будете играть в следующую партию, вы сможете посмотреть другие пути развития, попробовать другие возможности, которые дает игра, и в итоге посмотреть от игры больше, и при этом, возможно, что-то останется еще и на третью партию, а если вам за 3 партии игра еще полностью не раскрылась, не показала все, что она может делать, обычно это очень хорошо. Каждый получает себе планшет, выставляет на нем миплов, выставляет такие вот шестереночки, часть шестереночек уходит на игровое поле, мы получаем стартовые ресурсы и начинаем игру. Давайте разбираться, как играть в галактический круиз. Как во многих комплексных играх, здесь памятка — это целый буклет, потому что практически каждое действие, которое вы будете делать в игре, имеет некоторые условия и имеет некоторые последствия. Но все, что вам понадобится в первую очередь, это вот этот лист. В целом, приблизительно по нему я вам расскажу, как играть в эту игру. И для того, чтобы вы лучше поняли, как все это происходит, первую фазу мы пропустим. Первая фаза — это космическое путешествие. Но в начале игры у вас пока еще нет никаких космических кораблей, поэтому первые ходы в эту фазу будете всегда пропускать. А еще игра играется не по раундам, игра идет по ходам. Каждый игрок делает ход по очереди, выставляя одного рабочего или забирая своих рабочих с игрового поля, возможно, отправляя ракету в космический круиз, но заканчивается он тогда, когда вот эти шкалы заполнены полностью кубиками, вы сыграете еще один раунд и будете подсчитывать победные очки. Каждый ход игрок делает одно из 3 видов действий. Первое и самое базовое, которое вы будете делать чаще всего в игре, это возьмете одного рабочего своего планшета и выставите его куда-то на игровое поле. Фактически у нас здесь есть 6 ячеек для выставления рабочих. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Каждая из этих ячеек позволяет вам сделать 2 действия. И по базе вы можете делать только те действия, которые нарисованы в том здании, в котором вы находитесь. То есть я могу выполнить вот это действие или могу выполнить, например, вот это действие. Но если я имею рядом с собой шестереночку, вот такую вот, это значит, что у меня там построен путь в соседнюю локацию, и я смог бы выполнять действия еще из нее. Но опять же, лимит у меня будет всего 2 действия. То есть я могу выполнить, например, вот это действие и вот это действие. Для этого нам нужно будет выкладывать шестереночки на игровое поле, и это очень полезно. Но шестеренки выкладывать недешево, и об этом мы поговорим сейчас, когда будем рассказывать про все действия подробно. Итак, все поняли. Выставляем рабочего, выполняем 2 действия в той локации, где мы есть, или в той локации, которая связана с нами в коридоре с шестереночкой. В ходе игры шестеренок будет становиться все больше и больше и больше, и вы сможете из соседних мест во все больше и больше локаций попадать. Есть еще интересный момент в том, что если вы вот поставили сюда, и вам очень хотелось выполнить вот это действие,
но вторым действием, которое вы бы хотели сделать вот это, то вы можете заплатить зеленому игроку денежку для того, чтобы он разрешил вам воспользоваться шестереночкой. Отказаться он от этого не сможет. А денег вы платите столько, сколько вам указано на треке репутации, насколько далеко вы продвинулись. То есть фактически, как это выглядит? Вы такой же молодой сотрудник и малоизвестный в компании, и все вам делают все за Магарыч. Как только ваша репутация возрастает, иногда вы можете просто прийти и сказать, типа, ребята, да я бы здесь буду главным, я уже почти глава этой компании, сделайте мне то, что мне нужно. И другие игроки не смогут отказаться, потому что вы уважаемый человек. Вообще этот трек очень важный в игре. Он будет давать вам возможности, кроме того, чтобы получать победные очки в конце игры, снизить себе вот эту вот ставочку на то, чтобы использовать чужую шестереночку, а также еще в любой момент игры можно снижаться по этому треку для того, чтобы забирать с него ресурсы, которые пройдете обратно назад. Но идти по нему назад — это опасная стезя. Опять же, кроме того, что вы получите много очков в конце игры, если далеко прошли по треку, да еще и в ходе игры вы будете получать дополнительные очки, если вы идете впереди по этому треку. Так вот, если мы идем сюда, то мы можем выполнять вот эти действия. Первое действие, самое простое, это мы можем купить себе такого вот продвинутого рабочего, вот такого вот. Их два на планшете. Первый находится вот в этом месте, второй находится вот в этом месте. И у каждого из них немножко разная стоимость. Вот этот мужичок, профессионал, будет стоить вам по 3 денежки за каждый жетон, который лежит пока вот здесь на планшете. Если вы их будете убирать, вот так он стоит 9 уже, а вот так вот он будет стоить всего 6. А вот тот становится дешевле, если вы убираете шестереночки вот из этих рядов. И фактически это ваши новые миплы, которые вам рано или поздно придут сюда, и вы сможете ими пользоваться, как и другими миплами. При этом они обладают специальной функцией, которая, например, на базовой стороне поля, а это базовая сторона поля, есть еще и вторая сторона, на которой вы сможете использовать различные модули. То, когда он приходит на место другого мипла, то он получает бонусы. Как это происходит? Если, например, вот здесь стоит мипл другого игрока, и я хочу пойти сюда, я выбиваю его отсюда, ставлю здесь, а он возвращается обратно. И как видите, вот на этих ячейках нарисован символ ручки. Это значит, что вы можете получить доход, а доход у нас указан вот здесь. Выбираем любой бонус, получили, погнали. То есть, фактически, конечно, я займу место другого игрока, я верну ему мипла, и ему не придется заниматься тем, что он будет тратить ход на возвращение своих миплов обратно к себе в руку. Но я занял место, которое мне нужно, он получил бонусы, и молодец. И вот здесь вам нужно будет надо думать, какого из игроков вы будете сбрасывать, а какого не захотите. Возможно, если вот этому зеленому игроку нужно было вот это место, то, может быть, ему нужно было пойти сюда, чтобы за свою шестеренку воспользоваться этими действиями, а не сбрасывать меня оттуда. В игре, в принципе, очень много возможностей такого легкого взаимодействия между игроками. Здесь будет и гонка за то, кто пойдет в какой круиз. Здесь есть и небольшая гонка, кто будет выставлять шестереночки на какие места, потому что первые места в каждом отсеке дают вам возможность продвинуться по треку репутации и так далее. То есть, в целом, в игре есть где посоревноваться с другими игроками, не только в финальном подсчете очков. То есть с этим разобрались. Эта штука просто позволяет нам взять одну шестереночку у себя и выставить ее на любое место, свободное на данный момент. Кроме того, что нельзя класть в тот же самый коридор, где у вас уже есть. И эти шестереночки стоят 5, 6 и 7 комбинаций ресурсов и денег в любой комбинации. При этом, если вы освобождаете столбцы полностью от этих шестеренок, то вы получаете победные очки в конце игры. Шестеренки можно ставить не только на коридоры, но можно ставить также вот в эти места. И эти места дают вам различные бонусы. А вот это, например, позволяет вам летать, тратя меньше топлива. Вот это позволяет дешевле строить себе всякие модули в ваши космические корабли. Вон та позволяет вам получать дополнительную рекламу, а вот это позволяет заправлять корабли меньшим количеством еды. Видимо, они там перерабатывают отходы, потом в еду обратно, не знаю. Это пищевой уплотнитель, то есть у вас такая более плотная еда, вам бургер вот так вот стиснули, он стал такой вот тоненький, а потом его надули, и он стал большой, наверное. Следующие две — это взять карты или обновить карты. Это карты так называемых планов, выглядят они вот так вот. На каждом из них есть две части. Первая часть — это его способность, вторая часть — это ресурс, который он может дать. То есть, когда вы берете карты, вы можете использовать их либо способность в тот момент, когда это указано, то есть либо при выполнении какого-то действия, либо, в принципе, ваш ход. Либо сбросьте в любой момент для того, чтобы получить вот эти вот ресурсы и добавить их себе, например, при запуске корабля. Карта — это очень важная часть игры, и если поначалу игры вам может казаться, что пойти просто так взять две карты — это не самый лучший вариант, то в ходе игры вы поймете, что на этих картах можно выигрывать прямо практически. Потому что они вам дают очень крутые бонусы и хорошие способности. Вот это обновить просто ряд карт. Здесь, соответственно, набрать 3 ресурса. Ресурсы мы отбираем отсюда, это наш склад. И делаем мы следующим образом. Мы выбираем 3 любых ресурса, то есть я могу, например, взять себе 2 еды и 1 кислород. И вот я взял себе 2 еды и 1 кислород. А вот это нам нужно сбросить как раз эту карточку. Мы ее сбрасываем туда. И за это поднять один из ресурсов вверх полностью. При этом через сколько единичек вот здесь проехал этот ресурс, столько денег вы себе получите дополнительно, плюс еще получите одну репутацию, что тоже очень полезно, то есть подвигались сюда. Здесь вот это вот интересный момент. Для того, чтобы запустить ваш корабль в круиз, вам нужно
во-первых, обозначить, что этот круиз будет, для того, чтобы люди понимали, что у него есть. А во-вторых, можно дать рекламу. И когда вы выполняете вот это действие, вы берете своего туроператора и выставляете на любой маршрут, который бы вы хотели. Вот я, например, хотел бы выставить его на вот этот маршрут. За это я получаю бонус в виде переворачивания такого жетона, сразу получаю с него всякие эффекты. И могу вторым действием сразу дать рекламу. У нас есть люди, которые ждут различных круизов, которые хотели бы в них полететь. И вот я прекрасно понимаю, что хотел бы себе сюда взять двух оранжевых миплов, то есть двух туристов, которые любят острые ощущения, для того, чтобы они у меня на планете оранжевой высадились, там покатались на баги или, может быть, там попрыгали, не знаю, там без парашюта, потому что там другая гравитация. И мне нужно их привлечь к себе. Мне нужно будет потратить 2 вот за этого, 3 вот за этого, и выставить их вот сюда. Все, у меня рекламная кампания произошла, все отлично. Я получу за это дополнительные бонусы. Но я мог бы этого, в принципе, не делать. Я могу это сделать прямо перед самым запуском корабля. Но есть возможность того, что моих желаемых покупателей билетов заберут другие игроки. То есть они выставят куда-то, сразу заберут к себе. И мне придется лететь с теми пассажирами, которые, может быть, не очень хотели бы острых ощущений, а хотели бы, например, наоборот, релакснуть. Я забрал их себе. Эта штука говорит, возьмите отсюда любую комбинацию хвоста и кабины ракеты. У нас изначально есть хвост и кабина, при этом с хвоста мы всегда сразу получаем всякие бонусы. То есть это полезное такое действие, которое может вам еще немножечко ресурсов накачать и при этом положить ракету. Но важно в том, что каждая голова ракеты, она приходит к вам вот такой перевернутый. И вот здесь написано минус 5 победных очков. Если эта ракета до конца игры у вас никуда ни разу не слетала, вы получите себе минус очки. Поэтому имейте в виду, что строить много ракет не очень хорошая идея, если они у вас никуда не полетят. Если она хотя бы один раз слетала, это уже классно. И на каждой ракете, на каждой голове ракеты есть бонус, который вы будете получать в конце игры в виде очков, а также еще будете получать этот бонус каждый раз, когда эта ракета куда-то летит. И там у вас есть возможность типа за вот таких вот мипов получать много очков, за каждый отсек, который у вас есть в ракете, получать победные очки, за каждый кубик вот здесь получать победные очки и за все остальное. То есть это такие ваши еще цели на игру и на конец игры, которые вы будете скорить себе в ходе игры, когда ракета улетает, и, соответственно, будете получать их тогда, когда ракета осталась у вас в конце игры полетевшей. Много очков, вы сами планируете, что вы будете делать. И это как раз один из вариантов, почему вам нужно постараться построить, побольше ракет попробовать. Потому что они вам будут давать победные очки. Вот эта штука говорит, постройте 2 модуля, но для того, чтобы у вас модули были, сначала они должны оказаться вот здесь в виде чертежей. И вы просто берете, платите цену за эти модули, вставляете их вот сюда в ракету, сейчас покажу. Но для этого сначала нужно было бы сделать вот это действие и забрать 2 любых модуля отсюда. Или вы можете при этом действии просто строить модули, доплачивая дополнительную стоимость, что обычно критично, и ресурсов здесь не хватает на все. Игра довольно-таки кризисная по ресурсам, вам будет не хватать ресурсов, которые вам нужны для запуска ракеты, вам будет не хватать денег и будет не хватать рекламы для того, чтобы запустить все, что вы хотели, поэтому их придется некоторые ходы подкапливать. В итоге, если у меня есть 2 чертежа, вот этим действием я могу эти 2 чертежа впихнуть себе в ракету. И когда я соединяю чертежи уже в виде модулей, у меня появляется каюта. Плюс у нас есть специальные символы, это те модули, которые было бы интересно посетить определенным людям. То есть вот это, например, скалодром, в космосе. Его любят любители острых ощущений. А вот картинг любят и любители острых ощущений, и любители развлечений. И вот у меня уже появилась, соответственно, ракета с одной каютой. Изначально вы можете себе строить ракеты с максимум 3 модулями, но если вот прокачаетесь вот до сюда, сможете строить их 4 модулями. Итак, в принципе, наша ракета практически готова. Вот это действие осталось очень простое. Платить 1 кредит, получать 2 ресурса, платить 1 кредит, получать 2 рекламы. В целом, наша ракета практически готова. Но у меня нет миплов на игровом поле, которые могли бы сесть в кабину и в этой ракете отправиться в космос. Мне придется их вернуть. Это второй вариант вашего хода — устроить совещание. Когда вы устраиваете совещание, вы забираете всех миплов с игрового поля, выставляете их сюда и, как понимаете, получаете себе финансирование, то есть получаете какие-то бонусы, и выполняете одно любое действие на игровом поле с одним ограничением. Эти игровые действия можно выполнять только в тех зданиях, которые находятся рядом с вашими шестеренками. То есть я могу выполнить любое из вот этих 2 действий, например, построить еще одну шестереночку, или, например, взять еще 2 карты и так далее. Для этого как раз очень важно иметь шестеренки на игровом поле, не только потому, что поле будет заставлено. Вот представьте себе, здесь всего 6 локаций. Если вы играете втроем, то это 6 миплов на старте, может быть до 12 миплов. А если вы играете вчетвером, то, соответственно, миплов будет больше, и вы будете друг друга выбивать. А иногда хочется встать в локацию и выполнить одно действие с одной локации, а другое действие с другой локации. Особенно важно шестеренки становятся тогда, когда вы играете с модулем, который вот все вот эти вот жетончики перемещает. Да, в игре есть специальный модуль, который говорит вам о том, что соберите себе локации как хотите, по другому принципу. Ну, допустим, сделаем вот так вот и вот так. Вот у вас будет такая локация.
И вы понимаете, что как бы построить корабль и сразу воткнуть его модули, это вам нужно было бы делать что-то другое. Хороший модуль делает игру немножко сложнее и головоломнее, потому что в базовой раскладке все модули сделаны так, чтобы вам было логично их использовать. Так вот, в какой-то из следующих ходов уже я готов запускать ракету. Для этого мне нужны ресурсы, и мне нужен человек. Человек отправляется вот сюда, и здесь мы начинаем запуск ракеты. Он сначала говорит: заберите вот отсюда маршрутик и подложите его под голову ракеты. Подложили. Дальше говорит: уберите вот этого товарища обратно туда. И вскройте новый жетончик, который обозначит вот здесь вот какой следующий будет маршрут, доступный всем игрокам. Дальше он говорит: заберите вот этих вот товарищей отсюда или вон оттуда, для того, чтобы разместить их на ракете. И я такой поместил одного, а на второго каюты нету. Ой, больно, я потерял репутацию. Это тоже здесь записано, памятка, в принципе, в игре везде на своих местах, очень логичные и последовательные. Но, допустим, у меня было бы 3 модуля, и я вместил еще и вот этого товарища себе. Все. Это сделали. Дальше мы берем один кубичек своего запаса и обозначаем, что мы запустили первую ракету вот здесь. Эти кубы будут приносить победные очки, это полезно. Дальше идем сюда, должны заплатить. Заплатить мы должны следующее. Мы должны заплатить за каждого мипла, который сидит в корабле, плюс 1, потому что пилот тоже будет кушать. Мы должны заплатить 3 еды, 3 еды заплатили. Дальше за каждый отсек в корабле мы должны заплатить по одному кислороду. И вот я заплатил раз кислород, 2 кислород. И вот здесь вот я трачу одну репутацию, чтобы съехать сюда и получить вот этот вот жетончик. Сразу же получил, соответственно, себе 3 кислород, заплатил. А дальше мне нужно 3 топлива. И, допустим, у меня было 2 карты, которые позволили бы мне их сбросить и давали бы топливо. И я раз, 2, 3 и топливо заплатил. Все, молодец. Переворачиваю после этого голову корабля. Сразу получаем победные очки, которые у них указаны. В данном случае у всех стартовая ракета — это по одному победному очку за каждый модуль, который у вас, в принципе, есть в кораблях. То есть раз, 2, 3, 3 победных очка начислил. Дальше я вот этот жетончик, это жетончик улучшенной технологии, выкладываю вот сюда. И отправляем товарища в полет. Все, ждем следующего хода. И вот когда в следующий раз доходит до меня ход, я наконец-то сыграю первую фазу впервые за игру. И эта фаза говорит: полетите кораблем. И мы полетим по различным местам. На каждом вот этом вот маршруте путешествия есть различные локации. Они есть пустые, то есть это то место, где ваши миплы будут развлекаться внутри корабля. А есть всякие места интереса, всякие достопримечательности, где они будут выходить, соответственно, куда-то и развлекаться там. Иногда их может быть больше, как видите, вот здесь вот есть все 3 и один такой и так далее. И вот если мы прилетели сюда, ваши гости будут пользоваться благами вашего корабля. А делать они будут следующим образом. Мы смотрим. У нас есть 2 оранжевых путешественника, и они любят развлечения. У нас есть раз, 2, 3, 3 развлечения на нашем корабле. 2 на 3 это 6. Смотрим, что дает нам. Нам дают 6 рекламы. Мы получили себе 6 рекламы. Если бы у нас это были фиолетовые и получали фиолеты, получили бы деньги. А если бирюзовые, то получали бы себе различные ресурсы. И вот те жетончики тоже сменные, и в зависимости от них может меняться тактика вашей игры, потому что вот если вам можно, например, на оранжевых получить себе рекламы, которые вам пригодятся дальше на планете, то вы понимаете, что полетев в пустое место, вы себе получили рекламу, и все бы нормально. А вот если ее нет, то нет. И в этот же ход я смогу спокойно отправить своего мипла второго, который у меня на земле остался. Этого я уже никуда не дену, он уже в космосе летает. Отправлю его куда-то на игровое поле, сделаю еще какие-то действия и буду ждать свой следующий ход, когда у меня корабль полетит дальше. И вот здесь корабль у меня уже летит сюда, и мне нужно прорекламировать конкретное развлечение. То есть у меня корабль полетел на оранжевую планету, соответственно, я смогу использовать вот эту вот часть. Во-первых, я выложу сюда жетончик. В зависимости от того, куда я его выложу, я буду получать различные бонусы, и бонусы эти очень полезные, в том числе, например, вот здесь вот дается бонус, который, когда вы проходите вверх по треку, вы получаете все ресурсы, которые написаны снизу, то есть вам не надо сбрасывать трек для того, чтобы его получить, а вы еще когда идете вверх, получаете его. Вот это говорит, каждый раз, когда получаете репутацию, получаете дополнительную репутацию. Вот это говорит о том, что у вас может быть 4 ракеты максимум по базе 3, и в каждой из них может быть 4 модуля. Вот это вот говорит, что вы сразу получите себе ресурсики. Вот это позволит сразу просто взять и сбросить одну фишечку отсюда, и тем самым сделать вот это, товарищ, дешевле. Короче, очень много полезных всяких вещей. Но после этого я... Зачем их отправлял там? Мне нужно получать победные очки, для этого мне нужно возить туристов. И я получу себе победные очки, разрекламировав вот этот вот как раз маршрутик. И туда могут выходить любые миплы. То есть, если у меня сидел здесь даже фиолетовый товарищ, я могу ему сказать, типа: мужик, ты как бы тоже иди на планету, там интересно. Но для этого мне нужно было бы его убедить. И вот если базовых я убеждаю за одну рекламу, то вот это фиолетовый мне придется уже убеждать за 2 рекламы. И я, потратив 3 рекламы, отправил их сюда, они посмотрели, за каждую из них я получу 3 плюс 1 победное очко. Получил себе 6 очков, радостный, перехожу к ходу основным миплом. Потом прилечу сюда, получу себе еще рекламы, и рано или поздно он вернется, отправившись вот сюда, сбросив вот эту штучку и вернув миплов обратно в общий запас вот туда. Таким образом происходят космические круизы. Чем это хорошо и чем это опасно? Опасно это тем, что когда вы отправляете своего товарища в виде пилота в космический круиз, он выпадает у вас на несколько
ходов. Вот в данном случае на раз, два, три. И это может быть чревато последствиями тем, что вы будете ходить сюда, вас никто не выбил, второй ход вы будете тратить просто на то, чтобы его забрать обратно и пойти сюда. Не очень логично, поэтому вам понадобятся вот эти вот товарищи, чтобы они вас прикрывали, пока у вас товарищ летает. Если у вас, соответственно, там 2 или 3 ракеты, вам нужно будет больше мипов, чтобы у вас, соответственно, ракеты эти постоянно летали, но не уверен, что у вас хватит ресурсов на то, чтобы все это дело запустить одновременно. Таким образом играется игра до тех пор, пока вы не заполните кубиками вот эти вот ячеечки, но эти ячеечки также заполняются за определенные действия, за определенные достижения в игре. Вот есть такая вот плашечка, она здесь по базе напечатанная, которая дает вам цели вашей кампании. И первая цель — это, соответственно, построить 5 улучшений, вот таких вот, то есть выложить их на игровое поле. Кто первый построил, передвинул его сюда, уже нужно 6 улучшений дальше, и взял, снял свой кубичек и отправил его вот сюда. Вторая говорит о том, что вам нужно иметь наборы модулей разных цветов в любых кораблях, 2 или 3 набора. А это говорит о том, что вам нужно выложить в места вот эти вот такие вот жетончики, которые будут вас прокачивать. Эти штуки позволяют вам поставить кубики сюда, и каждая открытая ячейка является по факту множителем очков для ваших кубиков. То есть, например, вот здесь вы получаете по 1 очку за каждый кубик, умноженное на количество вот этих вот символов. То есть в данном случае я получил бы 4 очка, а если было бы вот так, то уже получил бы 6 очков. А вот выше там еще на 2 множителя и так далее. То есть получаете больше и больше. В целом, это все правила игры по базе, здесь есть различные нюансы, но на что я хотел бы обратить внимание. Во-первых, как бы очень классно сделано у игры оформление. Все вот эти вот модули, которые у нас есть, они разные. Они вам представляют различные развлечения и различные мероприятия, которые могут проходить у вас в корабле. То есть там солярий, космоспа, бассейны, лазертаг и так далее. То есть много различных тайликов, все они уникальные, каждый из них даст вашим туристам поразвлекаться. Все они стоят разное количество очков, которые принесут в конце игры в том числе. Второй момент. Игра построена таким образом, что в начале игры вам очень нужны все ресурсы практически, но вот эти в меньшей степени, потому что в начале у вас в игре ракета не готова, вам нужно ее подготовить для того, чтобы ее запустить, и в начале вам еда, кислород и топливо в таких количествах не нужны, но вам нужны деньги для того, чтобы строить себе модули, вам нужны деньги для того, чтобы платить их вашим коллегам, партнерам, друзьям и пользоваться их благами. И вам нужна реклама для того, чтобы хорошо представлять себе товарищей вот сюда, на каждый круиз, и потом отправлять их на различные планеты. И эти ресурсы вам прям нужны массово, вам нужно понять, как это набрать для того, чтобы как можно быстрее отправить свой первый космический аппарат в полет. Если вы играете в игру первый раз, у вас прям будет такое ощущение, что типа, блин, ребята, реально ракету в полет отправить очень сложно. Но потом, когда эта ракета к вам вернулась уже, во-первых, она уже готовая. Во-вторых, вы уже потихонечку строите вторую себе. Эту ракету просто заправил и отправил дальше в космос. И получается так, что деньги вы уже научились зарабатывать. Вы уже научились зарабатывать рекламу, понимаете, как это работает. Вам ракеты начинают сами приносить либо деньги, либо рекламу, либо, может быть, даже ресурсы, потому что вот раскладочка такая лежит на старте. И вы уже понимаете, что как бы нужно готовить просто ракеты конкретно. Для этого нужно быстро ходить туда и копить ресурсы. При этом обратите внимание, что у вас изначально все ресурсы ограничены двоечкой. То есть для того, чтобы иметь больше ресурсов, вам нужно будет прокачивать, соответственно, вот эти треки. И вот во всем этом, мне кажется, очень хорошо проглядывается тематика игры. Вы начинающий управляющий, вам нужно построить все так, чтобы у вас сложилось это лучше, чем у ваших оппонентов. И вам нужно будет понять, как сделать это и в какой последовательности. При том, что они будут очень часто занимать места, которые хотите вы. Выбивать их оттуда вы не хотите, потому что они получают дополнительные ресурсы, которые им, может быть, очень важны. Даже в конце игры, выбив другого игрока, он может взять себе одним из бонусов победное очко. А если он прокачал себе, то есть убрал вот этот вот жетончик, то и 2 победных очка. И это может быть очень много, если вы даете ему возможность это набирать. При этом игра развивается, но в тот момент, когда она уже хорошо развилась, вы такие, типа, блин, да, у меня первая ракета слетала, вторая ракета слетала, сейчас бы вот третью построить, вы понимаете, что игра уже заканчивается, и третью ракету вы, скорее всего, построить, может быть, даже не успеете. Но это если вы играете в базовой раскладке. В продвинутой раскладке есть вот другие вот эти накладочки, то есть они будут выкладываться вот сюда, и они дают вам немножко другие условия игры, то есть у вас меньше кубиков и менее быстро они выходят вот из этой части вот в эту часть. Во-вторых, когнитивная нагрузка немножко возрастает, как я сказал, если вы меняете вот этот пазл здесь. Кроме этого, у вас будут специальные способности для ваших миплов больших рабочих, потому что большой рабочий по базе, вот на этой стороне поля, когда выбивает кого-то, тоже получает бонус финансирования. Здесь есть разные другие бонусы, их целая пачка, и очень прикольно, что игра достаточно модульная в этом плане. Ну и еще один момент, вот эти вот разные бонусы, также есть другие. Вы можете выложить себе те, которые хотите, или можете взять случайным образом подобранные, и за счет этого
сделать себе разнообразное игровое поле и разнообразный игровой опыт в каждой партии. Это игра на выставление рабочих, которая требует от вас планирования и понимания того, что вы будете делать в какой последовательности и что вам даст что. При этом правила не настолько сложные, насколько можно было бы ожидать от такой большой игры. И заканчивается она как раз в тот момент, как я уже сказал, когда вы хотели бы еще пару ходиков, чтобы прям развернуться, но игра при этом уже закончилась и разворачиваться будет в следующий раз. Зато вы уже будете больше понимать, что вам нужно конкретно делать в следующей партии, если, конечно, вы не замешаете себе все по-другому на игровом поле. В итоге, что могу сказать? Если вы не боитесь комплексных евро, и я могу сказать, что это далеко не самая сложная игра по правилам и по нагрузке на ваши мозговые извилинки из тех, которые выходили на русском языке. Если вам нравится тематика космических путешествий, если вам, в принципе, нравятся игры с развитием планшета, выставлением рабочих, накапливанием ресурсов, где есть их кризисность, то «Галактический круиз» — это игра, которую стоит попробовать. Большая коробка, к ней еще и дополнение есть, которое добавляет игре разнообразие и всяких плюшек. И это все на сегодня, что я хотел рассказать. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока!